Всем привет! Президент России Владимир Путин не разделил восторгов по поводу выступлений Греты Тунберг по вопросу экологических проблем в мире. Президент России заявил, что считает Грету доброй девочкой и очень искренней, однако допустил, что ей никто не объяснил, что современный мир сложен и многообразен. Напомню, Грета стала известна после очень эмоционального выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке перед мировыми лидерами, которых она обвинила в том, что они лишили ее детства и не занимаются реальными проблемами, которые ведут к вымиранию человечества. В ответ на обвинения политики, как правило, поддерживают идею Греты, при этом критикуя ее методы. Аналогичным образом повел себя Владимир Путин. Он не стал развеивать информацию об угрозе глобального потепления в мире, а лишь указал на некомпетентность ребенка в этой области. Очевидно, что вопрос экологии не является приоритетным в мире. При этом последний настолько разобщен, что единого мнения у лидеров государств на этот счет пока нет. Более того, девочку, которая привлекла внимание к проблеме климатических изменений, открыто обвиняют в том, что она лишь инструмент в чьих-то умелых руках. Однако, если проблема есть, то почему, кроме подростка из Швеции, больше никто не заинтересован в ее решении? Чем заняты экологи всего мира, если ни один из лидеров государств не может дать четкий ответ по этому поводу? Почему на самом деле идея о защите климата является непопулярной среди политиков, можно попытаться понять на примере вышеприведенного комментария российского лидера. Возможно, Владимир Путин под изменчивостью мира имел в виду, что человечество в любом случае ждет вымирания. Ведь когда-то вымерли динозавры, значит придет время и людей. Таким образом, Путин имел в виду, что вымирание – это естественный процесс, поэтому заниматься обращением эволюции вспять совершенно не стоит. Либо же, уклоняясь от ответа по существу, Владимир Путин просто не хотел затрагивать опасную тему гонки вооружений. Вполне возможно, что существующее ухудшение климата в последние годы происходит именно благодаря использованию государствами климатического оружия, в связи с чем экология стала для государств лишь еще одним полем боя в борьбе за собственное превосходство. Кроме того, нейтральное отношение президента России к идее шведского подростка может объясняться тем, что в действительности проблема глобального потепления является лишь каплей в море по сравнению с общим количеством существующих экологических проблем планеты Земля. Другими словами, говоря про неинформированность Греты, президент имел в виду, что если бы она знала обо всех угрозах для человечества, то бояться глобального потепления точно бы не стала. Так же, как этого не боятся в России, на территории которой столько предприятий, которые могут привести к возникновению второго Чернобыля, что даже страшно представить. Можно смеяться над психическим отклонением девочки и волнующей ее темой, либо же хвалить ее за искренность и упорство. Однако факт остается в том, что если самые простые вопросы ребенка остаются без ясного ответа, то о проблеме точно необходимо задуматься. Друзья, подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и пишите в комментариях то, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Пока.